Антарктида — континент, который всегда считался неприступной белой пустыней, скрывающая свои тайны под толстым слоем льда. И вот, в самом сердце этой ледяной тишины, среди застывших на века пещер, археологи наткнулись на удивительную находку, которая может изменить наше понимание истории. В глубине льдов были обнаружены книги, покрытые таинственными символами, не похожими ни на один известный нам язык. Эти книги сами по себе загадка, бросают вызов всем существующим теориям о развитии цивилизаций. Каждая страница излучает древнюю энергию, словно прошедшие века запечатлели в них свою мощь. Текст, нанесенный на страницы, не поддается переводу, несмотря на усилия лучших криптографов и лингвистов. В попытках расшифровать эти письмена использовались самые современные методы, включая компьютерные программы для распознавания языковых моделей. Но чем дальше ученые продвигаются в своих исследованиях, тем больше становятся очевидными ограниченные возможности современных технологий. Их содержание остается загадкой, словно в насмешку над нашими попытками понять. Но что еще более интригующе, в некоторых из этих книг содержатся иллюстрации, картины, показывающие сцены из неизвестной цивилизации, технологически опережавшей свое время. Машины, здания, перекрывающие горизонты, сложные устройства — все это словно взято из фантастического будущего, но с явной привязкой к давно ушедшему прошлому. Ученые полагают, что эти артефакты могли быть оставлены древними путешественниками, исследовавшими мир задолго до нас. Или, возможно, они всего лишь фрагменты великой истории, которую мы только начинаем открывать. Эти книги как мостики между временами, что оставляют открытым вопрос: кто же те таинственные создатели, оставившие нам это головоломное наследие? И существует ли еще больше артефактов, скрытых глубоко под антарктическими льдами, ожидая своего часа, чтобы раскрыть перед нами новые тайны? Скульптуры, которых не должно быть. Кто их создал? Сразу после открытия загадочных книг еще одно открытие заставило ученых пересмотреть представление о тех, кто мог населять Антарктиду в далеком прошлом. На этот раз археологи обнаружили скульптуры, чье мастерство вывело их за рамки привычного понимания древнего искусства. Эти удивительные артефакты, выполненные из неизвестного материала, явно не должны были существовать в антарктических условиях, где жизнь, казалось бы, всегда была на краю выживания. Скульптуры изображают фигуры людей, но с чертами, незнакомыми современной антропологии. Их лица сделаны с поразительными деталями, а глаза будто следят за каждым движением наблюдателя. Некоторые из них держат в руках странные предметы, напоминающие современные технологии, что вызывает трепет у всех, кто их видит. Такие находки словно подсказывают нам о существовании когда-то высокого уровня культуры и мастерства. Но откуда они здесь? Исследователи тут же начали искать параллели в других культурах, но безуспешно. Скульптуры не поддаются классификации и, похоже, не имеют аналогов. Они вызывают множество вопросов. Как попали сюда эти артефакты и кем они были созданы? Были ли это жители Антарктиды, о существовании которых мы даже не подозревали, или путешественники из далекого прошлого? На эти вопросы пока нет ответов, но желание разгадать эту загадку приводит ученых к новым исследованиям. Вскоре рядом со скульптурами находят странные механизмы, которые озадачивают исследователей еще больше. Эти устройства будто опережают свое время и выглядят так, будто они из иной реальности. Но являются ли они частью той же невероятной культуры, или это совершенно отдельная история? Странные механизмы, вне времени и пространства. Эти странные механизмы, которые были обнаружены рядом со скульптурами, представляют собой загадочные устройства, явно не вписывающиеся в рамки известных технологий. Некоторые из них напоминают сложные машины с непонятными функциями и предназначением. Удивительно, что эти артефакты не подали признаков коррозии или износа, они выглядят так, словно были созданы лишь недавно, хотя, возможно, пролежали подо льдами тысячелетия. Одним из самых впечатляющих механизмов является устройство, напоминающее загадочный Орери, модель Солнечной системы, выполненная с невероятной точностью. Однако, хотя планеты на этой модели не соответствуют ни одной из известных нам систем, ученые предполагают, что она может отображать либо давно забытую, либо альтернативную систему. Как будто создатели этих устройств обладали знаниями, недоступными для нас сегодня. Инженеры и ученые со всего мира были привлечены к изучению этих механизмов. Используя передовые методы, такие как рентгенография и трехмерное сканирование, они пытались понять внутреннее устройство устройств. Тем не менее, весь модернизированный арсенал анализа зачастую оказывается бесполезным перед тайнами, содержащимися в этих механизмах. Их внутренние компоненты соединены с такой тонкостью, что восприятие их назначения становится еще сложнее. Некоторые исследователи утверждают, что механизмы могут быть древними вычислительными машинами или
даже средствами связи, использовавшимися для связи с далекими мирами. Неожиданно даже для самых опытных специалистов среди деталей таких устройств были найдены элементы, напоминающие современные полупроводники. Эти находки дают основания предполагать, что создатели этих механизмов обладали не только широкими научными знаниями, но и навыками, которые значительно опережать современную науку. Погружаясь все глубже в изучение этих невероятных артефактов, исследователи задаются вопросом, что еще скрывается под вечными льдами Антарктиды, ожидая своего открытия. Возможно, вскоре нас ожидает еще одно открытие, которое перевернет наше понимание истории человечества. Антарктида и следы древних цивилизаций. Что скрыто подо льдом? Антарктида всегда оставалась загадочной частью нашей планеты, скрывая свои секреты под многовековыми льдами. И именно здесь, под толстым покровом непроницаемых льдов, ученые обнаружили доказательства существования древних цивилизаций, которые когда-то могли процветать на этом ныне недоступном континенте. Обширные исследования показывают, что Антарктида не всегда была скрыта под льдами. В далеком прошлом она могла быть цветущим краем, пригодным для обитания. Недавние открытия проливают свет на эту загадочность. Находка древних инструментов и построек, скрытых под слоями льда, свидетельствует о том, что на континенте существовала развитая культура, способная создавать сложные сооружения и технологии. Археологи обнаружили остатки зданий, технически сложных и удивительно хорошо сохранившихся, несмотря на суровые условия, окружающие их. Эти постройки напоминают сооружения из каменных блоков, которые, казалось бы, невозможно было бы возвести с доступными в то время технологиями. Кроме того, следы древней инженерии обнаружены на значительных глубинах подо льдом. Это остатки каналов и систем орошения, намекающие на использование техники, достоинства которой мы только начинаем понимать. Факты, которые удалось собрать, предполагают, что цивилизация, обитавшая на этой территории, могла обладать знаниями и навыками, далеко превосходящими наши представления о древнем мире. С каждым новым открытием возникает все больше вопросов. Кто же были эти загадочные строители и как им удалось создать такую сложную инфраструктуру? Почему их культура исчезла, оставив лишь немногие следы? Исследователи продолжают свои поиски, надеясь, что под ледяным покровом скрываются еще более удивительные факты, готовые пролить свет на эту мистическую главу в истории Антарктиды. Исчезнувшие технологии. Доказательства утраченного прошлого. В продолжение своих удивительных находок на ледяном континенте археологи сталкиваются с еще одной загадкой. Технологиями, которые, казалось бы, не могли существовать в древности. Исследования показывают, что под толстым слоем льда скрывается нечто большее, чем просто древние артефакты. В одном из ледников были обнаружены фрагменты сложных механизмов, которые вызвали настоящий фурор среди ученых. Эти устройства, выполненные из неизвестных материалов, напоминают современные технологические достижения, но явно предшествуют им на тысячи лет. Среди находок выделяется деталь, напоминающая высокотехнологичный компас, оснащенный механизмом, который до сих пор не поддается полной расшифровке. Этот компас способен указывать не только магнитные полюса, но и, судя по всему, выполнять более сложные навигационные задачи, что указывает на продвинутые знания в астрономии и географии у его создателей. Однако, помимо этого, были найдены устройства, напоминающие генераторы энергии, что снова поднимает вопрос, как могли древние цивилизации достигнуть таких высот в науке и технике. Что более удивительно, отдельные элементы этих устройств оказались радиочувствительными, что натолкнуло ученых на мысль об их использовании для передачи сигналов на большие расстояния. Этот факт заставил исследователей задуматься о возможных контактах древних цивилизаций с внешним миром или даже с иными мирами. Таинственные следы ушедшей эпохи, похоже, ведут нас к мысли о том, что давно забытые знания были куда более обширными, чем предполагалось ранее. Вопросы множатся, и ученые, находясь на передовой линии этих исследований, пытаются понять, что стало причиной исчезновения этой технологически продвинутой цивилизации. И возможно ли, что еще более удивительные открытия ждут своего часа под замерзшим панцирем Антарктиды? Открытие исчезнувших технологий, несомненно, открывает новую страницу в исследовании прошлого, оставляя двери открытыми для еще более глубоких и захватывающих открытий. Временные странности. Артефакты, не поддающиеся объяснению. Огромный интерес вызвали находки артефактов, которые, несмотря на свою древность, кажутся совершенно не соответствующими времени своего происхождения. Среди этих загадочных предметов ученые обнаружили устройство, которое на первый взгляд напоминает современные механические часы, однако его механизм кардинально отличается от всего, что мы знаем. Каждый компонент этого устройства выполнен из сплава, который до сих пор не был известен науке. Он обладает уникальными свойствами, сохраняя свою структуру неизменной даже после тысяч лет под давлением антарктических льдов. Специалисты считают, что это устройство могло выполнять сложные подсчеты и расчеты времени солнечных и лунных фаз, что указывает на глубокие
астрономические познания его создателей. Это лишь один из многих артефактов, которые ставят ученых в тупик. Вместе с ним были обнаружены объекты, напоминающие компасы, но их ориентация странным образом указывает на географические точки не только на Земле, но и, возможно, за ее пределами. Эти технологии, казалось бы, полностью несовместимы с уровнем развития, который можно было бы ожидать от древних цивилизаций. Вопрос о том, как такие сложные устройства могли быть созданы в те времена, остается открытым и требует более глубокого изучения. Находки провоцируют появление новых гипотез, среди которых и идея о том, что древние народы либо обладали невероятными технологиями, утраченных сегодня, либо имели контакты с неизвестными цивилизациями, возможно, извне. Исследователи продолжают пытаться разгадать тайны этих артефактов и каждый день приближают их к ответу на вопрос, что же еще скрыто в недрах Антарктиды и насколько близки мы к еще более ошеломляющим открытиям, которые способны переписать историю человечества, как мы ее знаем. Расшифровка древних текстов. Тайны, которые мы не должны знать. Среди всех удивительных находок, сделанных в замерзших глубинах Антарктиды, загадочные книги вызывают наибольший интерес. Эти письмена словно оживают перед глазами исследователей, выплескивая свои древние тайны на страницы. Однако, несмотря на все усилия ученых, тексты остаются непостижимыми и таинственными. Но что скрывают эти символы, которые ускользают от нашего понимания? Одной из неожиданностей стало то, что внутри страниц скрыты схемы и чертежи сложных механизмов, которые не поддаются современной интерпретации. Это открытие только подогревает интерес, ведь перед нами технология, опережающая свое время. Эти схемы с точностью воспроизводят устройства, назначение которых неизвестно. Возможно, перед нами древний трактат по инженерии, который мог бы проложить путь к новым научным открытиям. В попытке разгадать смысл написанного исследователи привлекают опытных специалистов, изучающих древние языки и шифры. Но каждый раз, когда кажется, что разгадка близка, символы начинают ускользать из-под понимания, словно сами тексты сопротивляются их разгадке. Среди страниц находятся изображения неизвестных ландшафтов, которые не имеют аналогов в нашем мире. Это может быть отражением утраченного прошлого, которое ждет своего часа, чтобы быть раскрытым. Вопросы множатся, почему именно в Антарктиде и что символизируют эти книги. Еще интереснее, что страницы обладают странным свойством. Они как будто меняются в зависимости от условий, в которых находятся. Эти явления заставляют ученых пересматривать традиционные подходы к изучению артефактов. Учитывая уникальность книг, ученые стремятся не только разгадать их значение, но и понять, что их создатели хотели передать следующим поколениям. Возможно, послание, предназначенное для эпохи, когда человечество будет готово понять и использовать величайшие тайны древней цивилизации. Каким образом это знание пересекло века, оставаясь неизменным, и что еще скрывает Антарктида в своих недрах? Остается множество нераскрытых загадок, и только время покажет, какие еще удивительные открытия ждут впереди. Межконтинентальные параллели. Связь с другими древними культурами. Рассмотрим одну из наиболее интригующих возможностей, связанных с загадочными артефактами Антарктиды, это их возможная связь с другими древними культурами. Древние цивилизации по всему миру оставили после себя множество загадок, и нередко исследователи находили удивительные параллели между ними. Археологи уже давно задаются вопросом, возможно ли, что находки из Антарктиды имеют какое-то отношение к культурам Древнего Египта, Месопотамии или Южной Америки. На стенах некоторых пирамид в Египте и храмов майя в Южной Америке ученые обнаружили изображения, напоминающие символы из найденных книг под антарктическими льдами. Эти символы, до сих пор не идентифицированные, могли служить своеобразным мостиком между разными культурами, намекая на какое-то древнее единство, которое связывало все эти народы. Кроме того, скульптуры, обнаруженные в Антарктиде, имеют сходные черты с артефактами из древнего Шумера, что заставляет задуматься об обмене знаниями и технологиями между цивилизациями, разделенными тысячами миль. Однако одной из самых завораживающих находок стала карта, которая, возможно, изображает древний мир еще до великих катаклизмов, каким мы его не знали. Эта карта, найденная среди артефактов, показывает контуры материков, которые точно соответствуют некоторым из ныне существующих, но с другими линиями берегов и значительно меньшей ледяной массой в Антарктиде. Геологи предполагают, что в те времена уровень Мирового океана мог быть иным, а материки имели другую форму. Как это возможно, что древние могли обладать такими детальными знаниями о Земле, которые мы только начинаем изучать? Каждое новое открытие лишь подогревает интерес к изучению культурных связей, указывая на то, что цивилизации прошлого могли быть более сложными и взаимосвязанными, чем предполагалось ранее. Возможно, вскоре мы узнаем, каким образом эти далекие в пространстве и времени культуры смогли повлиять друг на друга и почему именно Антарктида стала тем местом, где их следы переплелись наиболее загадочным образом. Археологические находки, вызывающие трепет. Что мы упускаем? И вот мы подходим к еще более интригующим открытиям, сделанным в сердцах замерзших пещер Антарктиды.
Среди обломков и артефактов, которые уже потрясли научное сообщество, находятся и такие, что вселяют настоящий трепет в сердца археологов и исследователей. Эти находки поднимают новые вопросы о том, как много мы упускаем из-под контроля и что еще скрывает в себе этот загадочный континент. Одной из таких находок стал необычайно сложный механизм, который, казалось бы, не имеет аналогов в известной истории. Он состоит из завораживающих деталей, которые, по мнению специалистов, могут принадлежать неведомой нам технологии. Этот механизм, возможно, использовался для неизвестных нам целей или ритуалов, которые остаются за гранью нашего понимания. Каждая деталь выполнена с такой точностью и мастерством, что заставляет усомниться в уровнях древнего мастерства. Но это далеко не все. Открытие древних инструментов, которые, как выяснили ученые, могли быть использованы для строительства сложных сооружений или систем связи, еще больше поражает воображение. Эти инструменты могли выполнять задачи, которые только недавно стали доступны современным технологиям. Их состояние сохранности, несмотря на тысячелетия подо льдом, вызывает восхищение и ставит перед исследователями вопрос о его создателях. Кто обладал такими техническими навыками, чтобы создать инструменты, которые могли работать в самых экстремальных условиях? Эти артефакты демонстрируют, что древние цивилизации обладали знаниями, которые опережают даже наше современное понимание многих технологических процессов. Исследователи начинают подозревать, что под антарктическим льдом скрыта еще более захватывающая история, которая может в корне изменить наши представления о человеческом развитии. Каждое новое открытие словно приоткрывает завесу над тайной, заставляя нас задуматься о том, насколько малая часть знания о нашем прошлом, доступная нам сегодня, и что мы еще упускаем из вида. Будущее исследований Антарктиды. Что еще скрыто под льдом? Итак, будущее исследования Антарктиды обещает быть ничуть не менее захватывающим, чем открытия, которые мы уже сделали. Первые экспедиции вглубь ледяных покровов лишь касаются поверхности гигантского айсберга загадок, скрытых в этом континенте. Современные технологии, такие как георадары и подземные дроны, помогут расширить наши горизонты, буквально и в переносном смысле. Предстоит выяснить, сколько еще древних артефактов осталось подо льдом и какие секреты они хранят. Интерес к Антарктиде постоянно растет, и не только из-за ее природных ресурсов. Международные научные команды уже разрабатывают планы по углубленным исследованиям. Теория о том, что под ледяными щитами могут скрываться целые города или поселения, получает все больше подтверждений. Недавние спутниковые снимки показывают аномалии в рельефе, которые вполне возможно являются подземными структурами, ожидающими своего часа, чтобы быть раскрытыми человечеству. Не стоит забывать и о роботизированных системах. Новые разработки в этой области позволят исследовать труднодоступные уголки континента без риска для жизни исследователей. Оборудованные камерами и датчиками, эти роботы смогут собирать и передавать данные в реальном времени. Специалисты уже изучают возможность создания специальных буровых установок, которые смогут пробиться сквозь толстый слой льда и достичь неведомых глубин под ним. Вскоре на повестке дня может появиться новый виток научных открытий, способных значительно расширить наши знания о прошлом планеты. Эти исследования не только приблизят нас к разгадке антарктических тайн, но и помогут ответить на глобальные вопросы о нашем происхождении и развитии. Все это доказывает, что Антарктида — это незаконченная книга, в которой еще предстоит написать множество захватывающих глав.